Привет! Мы у Галилейского моря, где Иисус совершил множество чудес. И одно из них у восточного берега Галилейского моря, именно здесь. Мы в Национальном археологическом парке Курси. Давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Иисус и его ученики садятся в лодку и плывут из Капернаума на восточный берег озера, в область, населенную язычниками, землю Десятиградия. Совсем недалеко отсюда, кстати, есть один из городов Десятиградия – Сусита. Здесь Иисус встречает человека, одержимого бесами. Человек просит исцелить его, и Иисус переселяет демонов из этого человека в стадо свиней. Свиньи сходят с ума и бросаются в Галилейское море. Человек излечен. Судьба свиней неизвестна. Почти хэппи-энд. Если обратить внимание на детали этой истории, то понимаешь, что вся история произошла явно не с евреями и не в еврейском поселении. Свинья – животное не кошерное. А 2000 свиней, в которых Иисус переселил бесов, это целое стадо, а не просто единичные особи диких кабанов, которые и сейчас довольно распространены в Израиле. В чем же важность этого места? Дело в том, что в те времена западное побережье Галилейского моря было заселено еврейскими поселениями, а восточное – языческими, где были города Декаполиса, союза эллинизированных древних греческих городов. Иисус идет нести Слово Божие на языческие территории. В византийский период в память об этом чуде была построена небольшая часовня, куда мы сейчас и поднимаемся. Нас предупредили, что подняться в часовню можно только до обзорной площадки, а в саму часовню вход закрыт, потому что место еще не прошло проверку после землетрясения, которое было здесь примерно 3 месяца назад, мощностью около 4 баллов. Но мы-то понимаем, что самое интересное наверху, поэтому иду глянуть одним глазком. Здесь у нас неф и просто невероятной красоты мозаика. Вы знаете, первый раз вижу использование для мозаики полудрагоценных камней. Видите вот эти зеленые камушки? Невероятно. Место, где стоит часовня, по традиции является тем местом, где стоял Иисус, разговаривая с Гадаримским бесноватым. В IV-V веке христианскими монахами здесь был основан монастырь с очень красивой церковью. Церковь неплохо сохранилась, и она просто великолепна в своей красоте. Этот византийский монастырь являлся самым большим на Святой Земле. Это колодец. Ух ты, глубоко. В 614 году монастырь сильно пострадал от нападения персов. Монахи частично восстановили здание, но в начале VIII века монастырь был окончательно разрушен, возможно, землетрясением. И монахи ушли из этих мест.
Прекрасный образец древнего приспособления для отжима оливок. И еще одно замечательное место в этом комплексе – это бани. Монахи следили не только за чистотой духа, но и за чистотой тела. Просто роскошное спа. Обратили внимание, что вот здесь под землей идет труба и вроде как канал. А куда она ведет? Смотрите. Я уверена, что это был бассейн. Друзья, на этом наше маленькое путешествие подошло к концу. Кто еще не подписался на канал, если вам это интересно, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и прокомментируйте. Помогите YouTube найти заинтересованную аудиторию. Всем пока! Увидимся в следующих путешествиях. Самое интересное еще впереди. Так вот, после своего исцеления тот демонизированный язычник хотел последовать за Иисусом. Но Иисус обозначил ему миссию нести его учение и веру здесь, в земле, населенной язычниками. Так миссионерская деятельность получила новое распространение.